Здравствуйте, меня зовут Елена Маркарян, и это второе видео из цикла, где я рассказываю, как именно я помогаю людям менять их жизнь к лучшему. И это видео – это дополнение к предыдущему ролику, поэтому обязательно сначала посмотрите его, а потом уже это видео. И тут я хочу привести примеры ложных ассоциаций, которые стали основой для жизненных сценариев, стратегий. И это те примеры, с которыми я сталкивалась в своей практике. Пример номер 1. Девушка с врожденной болезнью позвоночника. И по мере того, как она росла, ее состояние ухудшалось, а врачи давали неутешительные прогнозы. И в один момент, будучи уже в подростковом возрасте, она сказала себе: стоп, я так больше не хочу, я не могу ожидать чего-то еще более худшего, я хочу нормальной жизни и нормальной полноценной жизни. И она направила всю свою волю на то, чтобы перебороть свою физическую проблему, да, и улучшить свое состояние. И она стала упорно работать над собой, делать необходимые упражнения, принимать те меры, которые могли как-то улучшить ее состояние. И вот через несколько лет такой упорной работы она добилась своего, да, она встала твердо на ноги, она добилась превосходных результатов в учебе, и вообще она уехала за границу и стала преподавателем одного из самых престижных университетов мира. И проблема, с которой она ко мне обратилась, вот уже будучи взрослой, да, то, что она ощущала перманентный стресс, от которого она очень сильно устала, да, она устала от того, что постоянно висит на волоске, не может расслабиться, вынуждена постоянно напряженно бороться за свое место под солнцем, постоянно подтверждать и доказывать свой профессионализм, потому что работала в очень требовательном именитом университете. И постоянно она жила с такой ощущением угрозы, что что-то там не удастся, и придется вернуться обратно, и все, чего она добилась, она потеряет. И вот в таком состоянии, в этом состоянии висеть на волоске, выживать, выбарывать, она прожила 11 лет, чтобы понимать, да, в состоянии выживания. И она хотела бы построить отношения, создать свою семью, но она не может этого сделать из-за постоянной необходимости бороться и выживать. У нее просто сил не хватает на это, ресурсов. Она не представляет, как это сделать. И когда я ее спросила, что самое страшное произойдет, если она расслабится, да, если не будет этого стресса постоянного, она расслабится, то что произойдет? Она сказала, что такой первый страх, да, который она выдала, это то, что она боится скатиться назад. Она боится, что если она расслабится, она вернется обратно в то свое ужасное состояние, в ту болезнь, с которой она столкнулась в детстве. И так, если проанализировать, то что получилось? Когда-то стратегия проявить волю, сделать невозможное, выбрать себе жизнь и здоровье, помогла клиентке, да, и на неосознанном уровне эта успешная стратегия выживания записалась примерно так: висеть на волоске, да, быть под угрозой полного обездвиживания и смерти равно борьба, равно безопасность. Именно этот сценарий и стал у нее жизненным, и она постоянно оказывалась в ситуациях, где ей приходилось бороться и выживать. И как чувствовать себя в безопасности по-другому, она не знала. Знала, что если расслабиться, то болезнь ее сразит. И тут проблема в том, что эта стратегия в новом периоде ее жизни уже не была эффективной, да, скорее мешала ее здоровью, то есть находиться постоянно в стрессе, это не приводит к здоровью, и это мешало ее переходу в новый жизненный этап, да, построению семейной жизни. Пример номер 2. Ко мне обратился заикающийся молодой человек, который начал заикаться еще в детстве, и для того, чтобы его не доставали сверстники, ему пришлось стать сильным,
и уверенным. Да, он обучился боевым искусствам, он постоянно упорно занимался спортом, чтобы вот сильным быть, да, если что, дать отпор. Он стал также сверстникам утирать нос своими достижениями в учебе. Вот, и чуть повзрослев, он стал предпринимателем в сфере электронной коммерции и стал проворачивать прибыльные сделки для того, чтобы не клянчить деньги у родителей, да, и тем самым, конечно же, он подтвердил, утвердился перед сверстниками, опять же, насколько он крут и уверен, да, и он себе позволял там купить то, что другие не могли себе позволить, да. И таким образом на подсознательном уровне он связал свою целеустремленность, успешность, уверенность и безопасность с заиканием, и которое стало частью его личности. Да? То есть он сколько в осознанном возрасте себя помнил, он всегда заикался. И хотя объективное заикание ему очень мешает, он очень хочет, рациональным умом, он очень хочет избавиться от этого. Это мешает ему, в частности, общаться с клиентами по телефону. Да? Вот. И он обращался ко многим специалистам, и у него не получалось избавиться от заикания, потому что по причине того, что на бессознательном уровне у него это заикание ассоциируется с безопасностью, с его силой и уверенностью. Вот. И из-за этого он удерживал, да, заикание и страха утратить свое чувство безопасности. Вот такой вот один из примеров ложных ассоциаций, да, которые мешают, но от которых очень тяжело человеку избавиться. Пример номер 3. Клиентке, когда она была еще школьницей в младших классах, в целях воспитания ей сказали, что и родители разведутся и откажутся от нее, потому что она плохо учится. Для ребенка остаться без родителей, как вы понимаете, это самое страшное, что может произойти, так как это определенно лишит его пропитания, вообще безопасности. Тогда в этой ситуации ребенок принимает стратегию доказать родителям, что ее есть за что ценить, за что любить и, соответственно, оставить. И начинает учиться хорошо. Да? Стратегия стать номером 1, чтобы быть нужной и ценной. У нее в итоге, ей начинает руководить уже когда в осознанном возрасте, да, хотя бессознательно. И тут вроде бы стратегия это полезна, да, она позволила ей добиться хороших успехов и в учебе, потом в работе. Вот. И у этой стратегии оказались побочные эффекты. Да? Это депрессия, нежелание жить, если в случае провала, если что-то не удается. Работала она по принципу либо разобьюсь, я разобьюсь в лепешку, но достигну результата и успеха, выполню задание. Вот. И все вот это вот вместе приводило к постоянному истощению, к отсутствию личной жизни, да, на личную жизнь там времени не хватало, потому что все время нужно было доказывать, чтобы выжить, да. Это привело к эмоциональному истощению, чувству подавленности от того, что вообще-то по факту она занималась нелюбимым делом, хотя она выполняла все успешно, да, она добилась успеха в этом деле, но дело не приносило ей удовольствия. Но, в принципе, какое тут может быть удовольствие, если человек постоянно находится в режиме доказать, чтобы выжить? Страхом у нее здесь было потерять вот это. Когда даже она осознала, что ею движет, эту мотивацию свою внутреннюю, то она все равно боялась ее отпустить, да, ее проработать, потому что у нее была ассоциация, что если эта мотивация уйдет, то я перестану быть такой успешной, такой смышленой, такой талантливой, да, перестану так эффективно находить там выходы из самых сложных ситуаций. Но эта ассоциация, как я уже говорила, она ложная, и проработав, мы просто убрали мотивацию, но она как личность уже сложилась, она уже есть смышленая, умная, талантливая, умеющая находить выходы, и это от нее никуда не ушло. Просто теперь она может этим пользоваться, может не пользоваться, она теперь может себе позволить там отдохнуть, расслабиться и так далее. Пример номер 4. Клиентка, я ее назвала «Я все сама сделаю». Это очень распространенная вещь. Не знаю, особенность, с которой как-то вот я и по жизни встречаюсь. Это клиентка пришла ко мне с проблемой такой, что
она не могла договориться с партнерами, да, вести совместный какой-то проект. Ну, то есть она с кем не пыталась, у нее не получалось. Также вот когда ее повысили по службе, и она стала руководить там своими проектами, она не смогла полностью положиться, довериться своей ассистентке, да, потому что она ей не доверяла. Она не доверяла, что эти важнейшие проекты, что та не налажает. Да. И из-за этого недоверия она делала часть работы ассистентки, очень большую часть, которая занимала много времени, делала для того, чтобы не провалить проекты. Вот. Ну, еще тут и ассистентка подыгрывала, да, условно подыгрывала, да, она действительно лажала. Вот. И было очень интересно, что когда мы докопались до сути, откуда вообще вот этот сценарий пошел, да, это оказалось, очень неожиданно. И я хотела бы сказать, что не всегда вот эти ассоциации какие-то из жутких ситуаций складываются. Вот в случае с этой девушкой просто в детстве у нее были такие моменты, ей было годика, может, 3-4, когда вот мама ее расчесывала, волосы у девочки очень сильно путались. И мама все время расчесывала, и больно было девочке. И в какой-то момент, достаточно рано, девочка приняла решение: нет, я сама буду расчесывать свои волосы, да, не надо, мне больно. И еще у нее был такой случай чуть позже, когда она уже пошла в школу. Вот она делала домашнюю работу с отцом, а отец, не из тех, кто умеет объяснять так последовательно. Он, если что, начинает нервничать, кричать, да, как-то не понимаешь, что-то. И это были скандалы, а не домашние задания. И после этого она тоже достаточно быстро решила: нет, я буду самостоятельно, я сама сделаю домашнее задание, не надо, мне, не хочу этих стрессов. И вот это вот недоверие «я сама» у нее в итоге переросло в неосознанной ее части, записалось как стратегия. Все, я все сама, не надо мне помогать. А в жизни, если человек целеустремленный и пытается достичь многого, то это начинает мешать, да, это, приходится тянуть то, что, не по силам. Такие вот несколько примеров из моей практики, но, кстати, если вы потомки тех, кто пережили войну, да, если ваши бабушки, дедушки пережили войну, то вы сможете в себе обнаружить очень много вот такого переданного опыта выживания. Например, я вот долго не могла понять, почему мне не удается достичь комфорта, почему я продолжаю суетиться там, где вообще суетиться не надо, или не могу себе позволить каких-то приятных излишеств, да, или впахиваю, так что не обращая внимания на то, что я себя уже вообще-то плохо чувствую, да, что уже на часах 22:00, я еще в офисе, и вообще-то при этом мне внеурочных заданий никто не давал, да, я их сама себе надавала. Вот. И поэтому, и так сложилось, что вот голод, ограничения в желаниях, отодвигание своего комфорта и здоровья на задний план, самозабвенная работа на общее благо, самопожертвование — это все помогло нашим предкам выжить войну, сплотиться, а потом еще и отстроить послевоенные руины, да. И на тот момент дикого стресса, форс-мажорной ситуации, которая была, это были жизненно важные стратегии. Это было более чем уместно. И еще мы знаем, что в условиях стресса организм максимально мобилизируется, да, и они смогли это все пережить, мобилизировавшись. Но дело в том, что теперь времена совсем другие, и нет такой необходимости постоянно пребывать в стрессе, так вот объективно. И в режиме выживания, да, нет необходимости такой жертвовать собой, своим здоровьем, своим временем, ради чего, например, ради блага работодателей. Мы продолжаем, несмотря на это, неосознанно руководствоваться этой стратегией и не понимаем, почему чувствуем себя подавленными, да. Часто люди, даже осознав разрушительные или нежелательные последствия своей жизненной стратегии, вот даже я объясняю клиенту, или вы можете, послушав меня, определите какие-то свои такие жизненные стратегии, которые уже неэффективны, да, они не могут от них отказаться. Это происходит потому, что они пока просто не знают, как может быть по-другому. Как можно чувствовать себя в безопасности, как иначе к ней можно прийти, если не через эти стратегии.
И огромнейший плюс и сила РПТ, методики, которые я применяю в своей частной практике, заключается в том, что в процессе прочистки травмы по окончанию сеанса я не оставляю человека без ресурсного состояния, то есть внутреннего опыта того, как можно по-другому ощущать себя в безопасности, получить эту безопасность, да, какие другие решения могут привести к вот этой безопасности. Например, например, что за ресурсное состояние, да, клиент обретает внутреннюю уверенность и расслабленность, то есть то ресурсное состояние, которое ему нужно было на самом деле, без необходимости бороться, тревожиться, висеть на волоске, да. И пребывая в ресурсном таком состоянии, такому клиенту, да, уже не нужно держаться за старые стратегии, и он их может спокойно отпустить, при этом ощущая себя в безопасности. Если вы не ощущаете себя в безопасности при другой стратегии, вы не можете, ваше подсознание, ваш инстинктивный ум просто не может отпустить эту стратегию. Даже если вы рациональным умом осознаете, что это разрушительно, да, то, что я сейчас делаю, это реально в будущем приведет к катастрофе, я не знаю, крайней смерти, или там не позволит мне построить семью и так далее, и так далее. Вот, на этом все. Я надеюсь, что это видео вам было полезно. Вам есть над чем поразмыслить. И в следующих видео я расскажу вам о том, что еще нас заставляет пребывать вот в таких неприятных, некомфортных жизненных ситуациях, в такой обстановке неприятной, пребывать в конфликтах с окружающими людьми, с близкими, чем нам наши проблемы бывают даже выгодны. А также поделюсь инструментом по выявлению собственных вот таких подсознательных установок и ложных ассоциаций. Я благодарю вас за внимание и до новых встреч!